В августе 1945 года в одной из лабораторий Лос-Аламоса лежал небольшой металлический шар размером примерно с грейпфрут. Со стороны он выглядел настолько обычным, что человек, случайно оказавшийся рядом, вряд ли остановил бы на нем взгляд дольше пару секунд. Никаких проводов, лампочек, вращающихся механизмов или тяжелых стальных корпусов. Просто аккуратно обработанный металлический объект весом около 6 килограммов для странных спортивных процедур. Его можно было взять руками, перенести со стола на стол или положить в обычный металлический контейнер. Но внутри этого шара находилась энергия, которой было достаточно для уничтожения целого города. Через несколько месяцев рядом с ним погибнут 2 физика, без взрывов, без огня и разрушенных стен. В комнате просто вспыхнет короткий голубой свет. А потом начнется медленное разрушение человеческого организма, которое врачи 1940-х годов почти не умели останавливать. Позже этот объект получил неофициальное название – Demon Core – ядро демона. Далее я так и буду его обозначать. Название появилось значительно позже самих событий, но закрепилось быстро. История слишком хорошо подходила для мрачной легенды ядерной эпохи. Один и тот же плутониевый шар, 2 аварии, 2 смерти и ощущение, будто люди впервые столкнулись с силой, которую научились использовать раньше, чем научились понимать. Самое странное в этой истории – отсутствие привычных признаков опасности. Когда человек видит огонь, он интуитивно понимает угрозу. Когда слышит взрыв, организм реагирует автоматически. Но рядом с ядром демона ничего подобного не происходило. Металл оставался холодным, воздух в комнате выглядел обычным. Не было ни запаха, ни дыма, ни предупреждающих звуков. Именно это и делало раннюю ядерную физику настолько пугающей. Человечество столкнулось с видом энергии, которую нельзя почувствовать органами чувств. В середине 20 века мысль о скрытой энергии внутри вещества еще воспринималась почти фантастически. Ведь на самом деле для нас очень привычно связывать огромную мощность с огромными объектами. Например, фабриками, электростанциями, армиями, локомотивами и линкорами. Даже самые разрушительные виды оружия требовали тонн топлива и взрывчатки. Атомная физика впервые показала, что колоссальная энергия может находиться внутри крошечного количества вещества. К началу Второй мировой войны ученые уже понимали, что атомное ядро не является неделимым. В конце 1930-х годов немецкий физик Отто Гahn и Фриц Штрасман обнаружили деление урана. Лиза Мейтнер и Отто Фриш объяснили механизм этого процесса. Оказалось, что при столкновении нейтрона с ядром тяжелого атома ядро может расколоться на части. При этом выделяется энергия и появляются новые нейтроны, а новые нейтроны способны раскалывать соседние ядра. Физики довольно быстро осознали, что если реакцию сделать самоподдерживающейся, выделение энергии станет лавеобразным. Именно это и называется цепной реакцией. Сама идея выглядела одновременно простой и пугающей. Один нейтрон вызывает деление ядра. При делении появляются 2 или 3 новых нейтрона. Те сталкиваются с другими ядрами. Процесс начинает расти, как снежный ком на заброшках Сургута. Но ключевая проблема заключалась в том, что реакция могла либо затухнуть, либо выйти из-под контроля за невероятно короткое время. Когда в США стартовал Манхэттенский проект, многие исследователи еще плохо представляли практические масштабы этой технологии. Проект начинался как отчаянная военная программа. После прихода к власти Гитлера того времени множество европейских физиков эмигрировали в Америку и Британию. Многие из них были уверены, если Германия первой создаст атомную бомбу, последствия окажутся катастрофическими. В 1939 году Альберт Эйнштейн подписал письмо президенту Рузвельту, подготовленное Лео Szilardом. В письме говорилось о возможности создания чрезвычайно мощного оружия на основе ядерной реакции. Именно этот документ часто считают одним из событий, подтолкнувших США к началу масштабной ядерной программы. К 1942 году Манхэттенский проект превратился в огромную научно-промышленную систему. В нем участвовали десятки тысяч человек, строились новые реакторы, заводы, лаборатории и секретные города. В Ок-Ридже занимались обогащением урана. В Хэнфорде создавали плутоний.
а в Лос-Аламосе разрабатывали сами конструкции бомб. Особую сложность представлял именно плутоний. В природе его практически нет. Его создавали искусственно внутри реакторов. Когда атом урана-238 захватывает нейтрон, начинается серия превращений, которые приводят к образованию плутоний-239. Этот материал оказался очень удобный для ядерного оружия, но одновременно невероятно сложным в обращении. Плутоний обладал крайне неприятной особенностью. Его поведение сильно зависело от окружающих условий. Форма объекта, плотность материала, расположение отражателей нейтронов – все это могло резко изменить интенсивность реакции. К 1945 году физики уже хорошо понимали понятие критической массы. Если материала слишком мало или нейтроны слишком быстро покидают вещество, цепная реакция затухает. Если же нейтронов достаточно для устойчивого поддержания процесса, система становится критической. Но здесь существовал крайне опасный промежуточный режим. Ученые могли приблизить систему критичности, почти не меняя саму массу плутония. Иногда достаточно было поднести отражающий материал ближе на несколько сантиметров. Современному человеку трудно представить, насколько вручную тогда выглядела ядерная физика. Сегодня подобные эксперименты проводятся дистанционно, внутри защищенных помещений, с использованием роботизированных систем. В середине 40-х годов все было иначе. Ученые буквально стояли рядом с активными материалами, передвигали блоки руками и следили за приборами почти как механики возле двигателя. Атмосфера в Лос-Аламосе после создания первой атомной бомбы была очень необычной. Многие физики позже вспоминали странное сочетание усталости, гордости и ощущения почти безграничных возможностей науки. Они решили задачу, которая еще недавно казалась невозможной. Люди впервые в истории научились запускать искусственную цепную реакцию такой мощности, что ее хватало для уничтожения города. Плутониевое ядро, которое позже назовут демоном, создавалось для третьей атомной бомбы после Хиросимы и Нагасаки. После первых ударов американское военное руководство готовилось продолжать применение ядерного оружия против Японии. Новый заряд должен был быть готов к концу августа 1945 года. Но, к счастью, война закончилась раньше. 15 августа Япония объявила о капитуляции. Бомба оказалась не нужна. Плутониевое ядро осталось в Лос-Аламосе как экспериментальный объект. И именно здесь начинается одна из самых странных историй ядерной эпохи. Физики решили использовать шар для экспериментов по исследованию критичности. Им нужно было понять, как именно ведет себя плутоний при разных конфигурациях отражателей нейтронов. Подобные исследования были крайне важны для развития ядерной физики и проектирования оружия. Но сами методы выглядели пугающе рискованными. Внутри лаборатории такие тесты иногда называли «щекотать хвост дракона». Формулировка звучала почти как черный юмор, но очень точно описывала происходящее, и там было не до шуток. Ученые сознательно подводили систему границ, за которой начиналась неконтролируемая цепная реакция, готовая убивать еще до рождения объекта. Первые послевоенные месяцы культура безопасности в ядерных исследованиях еще только формировалась. Многие процедуры существовали скорее как личные привычки отдельных специалистов. Часть исследователей воспринимала риск как неизбежную часть профессии. 21 августа 1945 года молодой физик Гарри Даглян проводил эксперимент в одиночку. Он работал с блоками карбита вольфрама, тяжелого материала, хорошо отражающего нейтроны обратно в плутоний. Постепенно, окружая ядро этими блоками, Даглян наблюдал за ростом активности. Система уже находилась очень близко к критическому состоянию. В какой-то момент физик случайно уронил еще один блок прямо на конструкцию. Этого оказалось достаточно. Внутри плутония резко вырос поток нейтронов. Комнату осветила короткая голубая вспышка. Даглян мгновенно понял, что произошло. Он успел быстро разобрать сборку руками и остановить реакцию. Но, к сожалению, за несколько секунд получил смертельную дозу радиации. Свидетели подобных аварий позже часто вспоминают именно голубое свечение. Его причиной было мощное ионизирующее излучение и эффект Черенкова, своеобразное свечение среды при прохождении через нее высокоэнергетических частиц.
Можно только представлять, какой энергией обладают звезды, например, сверхновые или нейтронные звезды. Облучение, которое идет постоянно и очень в больших количествах. Интересно, что сам момент облучения почти не ощущается человеком. Именно поэтому радиация оказалась настолько чуждой человеческому опыту. Нет боли, нет резкого удара, нет ощущения ожога. Человек может продолжать разговаривать и двигаться, просматривая тиктоки, но уже получить повреждения, несовместимые с жизнью. После аварии Даглян сначала чувствовал себя относительно нормально, но вскоре появилась тошнота, слабость и ожоги рук. Затем состояние начало стремительно ухудшаться. Радиация разрушает организм на клеточном уровне. Ионизирующее излучение повреждает молекулы ДНК и нарушает работу тканей, где клетки постоянно делятся. Особенно страдает костный мозг, отвечающий за производство клеток крови. Иммунная система начинает разрушаться. Организм теряет способность бороться с инфекциями и восстанавливать ткани. При больших дозах лучевая болезнь развивается почти как цепная реакция внутри самого человека. Появляется кровоизлияние, воспаление, тяжелые поражения кишечника и внутренних органов. Врачи того времени мало что могли противопоставить подобным повреждениям. Через несколько недель Гарри Даглян умер. Это была первая смерть, связанная с ядром демона. Сегодня кажется очевидным, что после такой аварии любые ручные эксперименты должны были прекратиться немедленно. Но в 1945 году все выглядело иначе. Ядерная эпоха только начиналась. Многие последствия облучения еще изучались. Кроме того, внутри научного сообщества сохранялось ощущение срочности. Впереди уже вырисовывалось противостояние США и СССР. Ядерные исследования воспринимались как вопрос стратегического превосходства. Но всего менее через год демон снова окажется в центре катастрофы. 21 мая 1946 года канадский физик Луис Злотин проводил демонстрационный эксперимент для группы сотрудников в Лос-Аламосе. Злотин был одним из самых опытных специалистов по критическим сборкам. Коллеги знали его как человека с очень быстрыми руками и почти опасной уверенностью в движении. Некоторые физики позже вспоминали, что Злотин работал слишком спокойно. Он привык к риску и постепенно начал воспринимать его как обычную часть лабораторной рутины. Эксперимент выглядел удивительно просто. Плутониевое ядро помещалось между двумя бериллиевыми полусферами. Бериллий отражал нейтроны обратно внутрь плутония. Если полусферы полностью замкнулись бы вокруг шара, система стала бы сверхкритической. Чтобы этого не произошло, Злотин удерживал верхнюю полусферу рукой, оставляя небольшой зазор. Единственным ограничителем служила обычная отвертка. Фактически жизнь всех людей в комнате зависела от того, не соскользнет ли металлический инструмент в руке физика. Сегодня подобная сцена кажется настолько абсурдной, что многие сначала принимают ее за миф, но именно так тогда выглядела часть ядерных исследований. И вот во время демонстрации отвертка соскользнула. Полусферы почти полностью сомкнулись вокруг плутониевого шара. Некоторые присутствующие даже ощущали тепло и странный металлический привкус во рту. Приборы зафиксировали резкий скачок нейтронного излучения. Злотин среагировал почти мгновенно, он отбросил верхнюю полусферу рукой, остановив развитие реакции. Считается, что этим действием он спас остальных людей в комнате, но сам получил колоссальную дозу радиации. По современным оценкам, уровень облучения значительно превышал смертельный порог. Один из свидетелей позже говорил, что люди сразу поняли серьезность произошедшего еще до проверки приборов. В Лос-Аламосе голубая вспышка уже успела стать почти универсальным сигналом беды. Состояние Злотина ухудшалось стремительно. Сначала появилась тошнота и боль в животе, затем началось быстрое разрушение внутренних тканей. Лучевая болезнь при сверхдозах развивается особенно тяжело. Организм словно теряет способность поддерживать собственную структуру. Через 9 дней Луис Злотин умер. Для сотрудников Лос-Аламоса вторая авария стала шоком. Теперь уже невозможно было говорить о случайности или невезении. Две смертельные аварии вокруг одного объекта показали. Сама культура работы с критическими сборками требует полного пересмотра. После смерти Злотина правила безопасности начали менять очень быстро. Ручные эксперименты с подобными системами запретили. В лабораториях появились дистанционные манипуляторы,
защитные экраны и автоматические механизмы контроля. По сути, именно ядро демона заставило американскую ядерную программу окончательно признать очевидный принцип. Человек не должен находиться рядом с критической сборкой без серьезной защиты. Интересно, что сам плутониевый шар после этих событий не сохранился как отдельный объект. Позже плутоний переплавили для других задач, так физическое ядро демона исчезло навсегда. Но история оказалась сильнее самого материала. Название «ядро демона» появилось значительно позже и никогда не использовалось официально. Для физиков 1940-х годов это был просто экспериментальный узел, однако две смерти вокруг этого объекта постепенно превратили его в символ ранней атомной эпохи. До середины 20 века люди уже умели строить гигантские машины и создавать огромные промышленные системы, но ядерная физика впервые показала, насколько мощной может быть энергия, скрытая внутри самой материи. И одновременно стало ясно, насколько тонкой может быть граница между контролем и катастрофой. Именно это оказалось главным психологическим шоком атомной эпохи. Опасность больше не обязательно выглядела как огромный объект. Она могла лежать на лабораторном столе в виде небольшого металлического шара. Нилс Бор однажды сказал, что человечество оказалось в совершенно новой ситуации, когда открытия физики начали напрямую влиять на судьбу цивилизации. Для ученых Манхэттенского проекта это стало правдой. Они буквально стояли рядом с веществом, способным уничтожать города. Интересно, что некоторые методы первых лет ядерной программы сегодня выглядят почти невероятно. Исследователи носили активные материалы вручную, собирали экспериментальные конструкции прямо в лабораториях, как будто это просто лего, и временами полагали скорее на опыт и интуицию, чем на полноценные системы защиты. Отчасти это объяснялось тем, что сама область была совершенно новой, отчасти психологией военного времени. Манхэттенский проект существовал в атмосфере постоянного давления и секретности. Многие физики работали на пределе возможностей годами, и постепенно люди привыкли принимать риск как часть ежедневной работы. Кроме того, успех атомной бомбы создал опасное ощущение технического всемогущества. Если удалось решить задачу, которую раньше считали невозможной, значит и остальные проблемы кажутся преодолимыми. Именно такое настроение иногда приводило к недооценке опасности. Сегодня же последствия облучения изучены гораздо лучше. Радиационная медицина умеет бороться с частью повреждений, а системы безопасности в ядерной отрасли стали намного сложнее. Современные реакторы оснащены многоуровневой защитой. Большинство операций выполняется дистанционно. Существуют строгие международные стандарты обращения с радиоактивными материалами. Да, технологии ушли далеко вперед. Человечество научилось управлять энергией, скрытой внутри крошечного количества вещества. Мы построили реакторы, научились запускать цепные реакции и создавать материалы, способные питать целые города электричеством. Еще 100 лет назад все это казалось фантастикой. Но атомная эпоха очень быстро показала другую сторону этой силы. Энергия, способная освещать города, также легко может их уничтожать. И главный страх здесь связан уже не с самой технологией, а с обезумевшим человечком, который получит к ней доступ первым, потянув к ней свои страшные ручонки. Ядро демона стало одним из первых моментов в истории, когда человечество увидело новую реальность. Для уничтожения города больше не нужны армии, флот или тысячи тонн взрывчатки. Иногда достаточно объекта размером с грейпфрут и одной ошибки рядом с ним.